Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание тому, как правильно избавляться от подклада. Очень важная информация, большая просьба досмотреть это видео, а также поговорим о том, как вы можете защитить себя на работе от недоброжелателей и коллег. Очень важная информация, досмотрите до конца, друзья. А прямо сейчас ставим лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас ценная информация. Вы все, наверное, знаете, что такое подклады, и что через подклады наводят порчу. Конечно, задается вопрос, на что, как правило, наводят порчу? Ну, здесь, наверное, ответ однозначный, друзья, на все. Подклады, давайте так, бывают скрытые и явные. Подклад – это сам не источник негатива, чтобы вы понимали, а только инструмент, знаете, своеобразный проводник порчи или проклятия. Явными подклады чаще всего бывают подарки, бывают вещи, полученные бесплатно, возможно, вещи, какие-то предметы, что подброшено вам под дверь, под ворота, к тропинке, к дому. В общем, то, что можно увидеть у явной, бывают и скрытые. И вы знаете, вот скрытые подклады – это самые опасные, потому что человек живет в своем доме или в своем квартире, ходит каждый день на работу и даже, возможно, не подозревает о подкладе. И человек ни с того ни с чего начинает чахнуть, знаете, это и теряет, может, работу, уходит от него удача, перестает приходить доход и многое-многое другое. Ситуаций очень много различных, и у каждого это своя будет история. Бывают и черные подклады, когда приводят к смерти, ставят на одиночество, к каким-то тяжелым болезням. И вот такие вот подклады чаще всего прячут, устанавливают так, чтобы жертва не догадывалась об этом. Как правило, такие подклады отправляют через землю, через иголочку, через мусор, булавки, мертвые насекомые, все что угодно. Поэтому большая просьба, если вы знаете, что к вам приходят гости, люди, у вас много родственников, друзей, знакомых, у вас очень часто собираются какие-то посиделки, пожалуйста, после гостей желательно делать генеральную, во-первых, уборку. Кроме того, старайтесь проверять все ваши закоулочки, все углы, включая растения, плинтуса на иные какие-либо предметы. Дело в том, что многие люди не задумываются, но очень часто к нам приходят люди, которые нам завидуют. Они могут улыбаться, они могут вам говорить хорошие, добрые слова, но в глубине души это не очень хорошие люди. И мы об этом узнаем, к сожалению, через определенное время, когда в нашей жизни начинают происходить те или иные события. И, как правило, это не всегда хорошие события. Поэтому очень правильно не только найти этот подклад, но и правильно его уничтожить. Потому что, когда вы правильно уничтожаете подклад, вы не позволяете с помощью этого инструмента перенести на себя и на свою семью вот эту негативную программу. Помните, пожалуйста, об этом. Как же правильно все-таки уничтожать подклад? Ну, во-первых, вам нужно успокоиться, не нервничать, не переживать. Кроме того, обращаем ваше внимание, что вы должны научить своих близких людей, мужа, если вы живете с родителями, которые уже пожилые, дети, внуки, о том, что если появляется в доме, в квартире какой-то предмет, который вы не знаете его источник происхождения, должны, во-первых, не дотрагиваться и сообщить, например, главному члену семьи, хозяйке, как правило, правильно? А вы, в свою очередь, должны сразу не брать в руки, это очень важное правило, это, вы знаете, вот это как аксиома, такая вот закон, вам нужно выучить. Тот предмет, который вы увидели, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не берем руками. Если вы сомневаетесь, это не значит, что вы все равно должны брать в руки. Помните, пожалуйста, об этом. Итак, что мы делаем? Итак, во-первых,
не прикасаемся. Второе, попросите всех членов семьи, чтобы они пошли занимались своими делами, чтобы, главное, они не трогали вас в этот момент, пока вы проводите вот такую вот практику. Далее следует перекреститься, и далее нужно 3 раза повернуться через левое плечо. После подклад следует сжечь. Что значит сжечь? Сейчас многие скажут, как я могу сжечь, если руками брать нельзя? Первое. Берем резиновые перчаточки. Это очень важно, потому что через резину мы не получаем эту программу. Также старайтесь, если, например, это та же, например, какая-то иголка или какой-то предмет, который вы увидели и нашли себя в доме, в квартире, мы это не хотите брать руками, берем на газетку, на салфеточку, с помощью спичек. Главное, чтобы не присутствовал при изъятии этого предмета, не присутствовал металл, потому что кто-то берет пинцетом, потом выбрасывает. Должны понимать, что металл проводит эти энергии. Таким образом, вы в какой-то мере можете подобрать. Далее. Что мы делаем? Мы сжигаем. Сжигать нужно так, чтобы дым не шел ни в коем случае на вас. Кроме того, если у вас частный дом, то, конечно, вам удобно это сделать в любое время. Если вы живете в квартире, то тихонечко выходим, идем в парк, соблюдаем правила безопасности. И, например, у нас салфетка, да, или у нас это газетка, мы это несем где-то в парк, где-то так, чтобы мы не привлекали внимание, сжигаем. После сожжения, понятно, что, например, иголка, ее невозможно сжечь, это металл, да, мы это присыпаем землей, обязательно присыпайте землей. И когда вы сжигаете, вам нужно обязательно сказать следующие слова: «Мне от плохого не взять, а вам что отдали, обратно забрать». Итак, землей присыпали, идете домой. Пришли домой, снимаете всю одежду, обязательно моете руки, умываете, снимаете всю одежду. И лучше всего, если вы покупаетесь, то есть примите душ. Главное, не забудьте волосы помыть. Даже если вы буквально сегодня мыли волосы за 2 часа до того, как нашли вот такую вот вещь, заново помойте волосы. После этого желательно сделать генеральную уборку в доме с солью. Далее, что еще можно сделать? Можно пройтись со свечой, с церковной свечой по дому, читая молитвы. Молитву используйте любую, которую вы знаете. Не знаете, говорите то, что вы чувствуете в этот момент, но представляйте о том, что вы защищаете свой дом, оберегаете свой дом. И еще один момент. Как правило, хозяин вот такой вещички, он найдется в скором времени. Придет к вам просить прощения. Он может, возможно, сделать вам какой-то подарок. Может звонить, рассказывать что-то непонятное. Пожалуйста, постарайтесь следующие 3 дня после того, как вы нашли эту вещь, старайтесь ни с кем не разговаривать, ни у кого ничто не брать в дар, не принимать. Даже если вам принесут долг, постарайтесь попросить, чтобы через 3 дня вам вернули. Скажите, что вы сейчас не можете, найдите причину. Это очень важно, чтобы, не дай бог, с тем человеком, которым сделал это, не принести заново к себе этот негатив. Потому что те люди, которые принесли вам такой подклад, у них предстоит определенная задача. Вы должны себя изолировать и нейтрализовать вот те вот негативные программы, которые пытаются для вас сделать. Друзья, это что касательно подклада. Как вы можете закрыть себя от коллег, от недоброжелателей, которые у вас есть на работе? Друзья, простая практика, очень действенная, поэтому используйте. Вам нужно взять 2 иголки, скрестить их и сказать следующие слова: «Как 2 берегам не сойтись, так врагам моим вместе не собираться. Языком не молоть, кости мне не ломать. Нутро мое не выворачивать, кровь мою не выпивать. Мне работать, трудиться, а врагам моим исцепелиться. Кто на меня зло глянет, себя в беду загонит, от блага спрячется, от счастья укроется». Друзья, эти слова будут в описании к этому видео. Обязательно перепишите. Далее, то есть вы взяли 2 иголки, скрестили их, сказали эти слова.
Далее несете их на работу и прячете в разных местах. Ну, старайтесь в таких местах, во-первых, придите пораньше или во время обеда, чтобы никто не видел. Одну можно воткнуть в землю в цветочном горшке, например, а вторую положить, например, под ковер. И читать эти слова обязательно и на работе. Желательно это делать несколько раз. Именно мы имеем в виду читать слова. Также обращаем ваше внимание, чем больше у вас врагов, недоброжелателей на работе, тем больше пар иголок вам придется спрятать. Советуем на каждого вашего врага, вашего недоброжелателя, кто распускает сплетни, гадости, пытается вам подножку постоянно подставить, используйте 2 иглы. Друзья, очень простая практика, но она очень действенная. Используйте, пожалуйста, эту информацию и, пожалуйста, не попадайтесь вот на такие ситуации. Конечно же, никто от этого не застрахован, но если вы будете знать, владеть информацией, значит, вы будете понимать и знать, что делать. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы знаете, что на данный момент эта информация действительно будет очень важна и полезна, друзья. Прямо сейчас на экране увидите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной, интересной для вас информации. Друзья, всех вам благ, услышимся в следующем видео.